Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Ведоврата. И сегодня мы после длительного перерыва продолжаем наш цикл видео, который мы назвали так: Книга Брихат-самхита как источник знаний ведической астрологии Джотиш. И в книге Брихат-самхита есть не только знания о самхите, а есть знания, которые мы можем называть разделом Джатака Джотиша, то есть интерпретация карты рождения, а также такие разделы, как Шакуна и Нимита. Вот. И там есть описание будущего человека по его телу, по телу человека, по особенностям тела, по знакам, отметинам, указаниям на теле. Вот. И сегодня у нас будет первое видео из этой серии. Мы будем исследовать женщину. То есть можно так еще по-другому назвать тему этого видео: все о женщинах с точки зрения книги Брихат-самхита, раздела Джотиша Самхита Джотиш и в целом ведической астрологии. Чтобы было понятно, почему мы сейчас об этом говорим, вам стоит присмотреть предыдущие два видео на эту тему. Мы их называли так: предзнаменовения, знамения, знаки, указания, приметы в книге Брихат-самхита. И есть два видео, 28 и 31. Если вы их не можете найти, то попросите помощников, они подскажут. И это видео, они фундаментальные. Нам нужно понять, во-первых, что мы изучаем. То есть, почему знамения, предзнаменования, знаки свыше работают. Почему есть три типа знаков. Это знамение как знак-символ, предзнаменование как предвестие, указание насчет будущего, и примета — это более уже местное, бытовое, повседневное явление. Кроме того, нам нужно разделять предзнаменовения, знаки и приметы на три типа: небесные или звездные, атмосферные или, как их назовем, воздушные, да, метеорологические, и земные. И кроме этого нужно знать, на основании какого фундаментального принципа, почему по знакам свыше мы можем сказать о том, что происходит в нашей жизни, в нашем окружении. То есть макрокосм, Вселенная, мир высших сил, мироздание в целом, космос, да, и в нем отражены высшие силы, это планеты, которые проходят через знаки, то есть это соответствие Грах и Раши. Вот почему это указывает то, что проходит у нас на Земле. И все это я повторять не буду, пересмотрите эти два вводных видео, нам будет понятно, почему мы пришли к этой теме конкретно: предзнаменования, предвестия, знаки, приметы в отношении женщин. Во-первых, мы сделали анализ книги, и выяснилось, что в книге Брихат-самхита чаще всего упоминаются женщины. Даже слово «женщина», иногда «девушка», «дева», иногда «жена». Вот, в конце книги есть указатель, или как его еще назовем, индекс. Там собраны все важные слова. Не только название Грах, Раши, Накшатр, но и также объекты, которые мы можем встретить, или те явления, которые мы хотим прогнозировать. И нас интересуют и мужчины, и женщины. Вот, и мужчина упоминается в указателе около 120 раз, а женщина больше 150. И поэтому в этой книге больше знаний, информации, сведений о женщинах. И мы пойдем в этом обратном порядке, да, разберем предзнаменования, приметы, связанные с женщинами, потом с мужчинами, потом связанные, скажем, с жилищем, с погодными явлениями и так далее. Итак, переходим к теме. Что говорится о женщинах, девушках, девочках, девах, женах в книге Брихат-самхита как авторитетном древнем классическом источнике знаний и в целом по Джотишу ведической астрологии, и по Самхита Джотишу, и по Нимитам, то есть знамениям, и по Шакунам. Шакуна — это примета. Можно рассмотреть указание с этого индекса в книге Брихат-самхита так, как он там есть. Там есть две последовательности: по главам и алфавитная. Но они обе не показывают, разделение этих знаний по содержанию. И потому мы сделали небольшую работу и разделили то, что сказано в книге Брихат-самхита о женщинах, на 10 разделов. То есть женщина, ее тело, физиогномика и благоприятные знаки, физиогномика
тело женщины как неблагоприятные знаки, приметы, связанные с женщинами, описание поведения женщин, это 4 раздел, в том числе в отношениях с мужчинами, сексуальное поведение. Потом такая сфера женщин, как зачатие, беременность, дети, рождение детей. Это 5-я тема. 6-я тема – это качество и ценности женщин. 7-я – это, скажем, астрологические или джотиш факторы, которые указывают на судьбу женщин. Потом прашна – это вопросы, да, или как сказать, запросы, да, связанные с женщинами. Вот. И общие предвестия и приметы, связанные с женщинами. Итак, женщина, как она описана в книге Брихат Самхита, в контексте ее тела, качеств тела и что является благоприятным знаком, да, положительным указанием. Если у женщины пальцы тонкие, мягкие, нежные, тогда это благоприятная примета, да, или указание, вот, и она будет счастлива, иметь высокий комфорт и статус. В принципе, это совпадает с общепринятой физиогномикой, и вы даже знаете почему, да, почему как бы длинные, тонкие, красивые пальцы это хорошая примета, а короткие, слишком с большим диаметром, да, и жесткие пальцы для женщины это неблагоприятно. Далее, если у женщины красивые красные губы, это благоприятно, она будет счастлива в браке и богатой, можно сказать. Да? Потом есть раздел, глава 70, где описываются отметины, знаки, как еще их назовем, отметки на теле. Да? Вот помните эти какие-то индийские фильмы, у тебя отметка есть на руке, у меня есть там отметка на руке, значит мы там из одного рода, мы братья или что-то такое. В этом есть, конечно, много преувеличения и не соответствующая законам и принципам, но тем не менее, если у человека есть отметины на теле, иногда это врожденные, такие как вот родинки, иногда это приобретенные, там, не дай бог, шрамы или царапины, или какие-то другие. Даже вот если прыщик появляется на теле, это не просто так. Вот. И это будет описано чуть позднее, но есть знаки, которые есть на теле при рождении, пятна, да, или родинки. И если они показывают какую-то форму, то есть благоприятные формы, например, там цветок, да, или раковина, да, вот это вот назовем, не мойка, раковина, да, в которой можно дуть и которая издает звуки, ракушка. Тогда это благоприятно. Важная часть тела женщины это грудь, да, вот, и грудь мы знаем для чего дана женщине, для того, чтобы кормить детей, да, для грудного вскармливания. И то, что является естественным, это благоприятно. То есть, если груди женщины упругие, плотные, то есть, как бы, такие объемные, там написано плотные, да, округлые и одинакового размера, то это благоприятно. Волосы, это общеизвестно, да, то есть, если у женщины красивые блестящие волосы, это благоприятно, и она будет счастливой. Потом йони, да, это как половой орган внешний, не влагалище, а вульва. Если он имеет треугольную форму, то это благоприятно. Нос. Если нос красивый, ровный, симметричный, да, тогда это благоприятный знак, и она будет счастлива. Важны знаки в основном на стопах и на ладонях. В целом хорошо иметь благоприятные знаки, отметины на теле, но если они на стопах или на ладони, это как бы более концентрированное указание на благоприятность. Зубы женщины, если они красивые и похожи на лепестки цветов, тогда это благоприятно, она будет счастлива в браке. Глаза. Если глаза блестят и подобные, тоже блеску цветков красивых, привлекательных, тогда это благоприятно. Речь, да, то есть слова, интонация. Если речь женщины приветливая, вежливая, деликатная, да, не грубая, утонченная, нежная, тогда это благоприятный знак. Талия и живот. Живот имеется в виду не только передняя часть, а в целом, вот это как бы место вокруг талии. Вот. Если там нет волос, это благоприятно, и там так написано, если там есть 3 небольших складочки, то это тоже благоприятно. То есть это не совсем как бы понятно в наше время, вот это требует отдельного исследования. То есть благоприятно, если женщина не слишком худая, не слишком полная. Так вот можно это интерпретировать кратко. Затем бедра и ягодицы. С ягодицами более-менее понятно, что это и где, а с бедрами есть 2 значения, которые люди путают. Есть бедро как бедренная кость. Это часть тела от
тазовой кости или тазового сочленения до колена. Это бедренная кость, которая тоже называется бедро. И есть бедро, это самая широкая часть таза, то, что округлое и широкое. И это не бедренная кость, а, можно сказать, тазовая кость, и вокруг нее мягкие, приятные ткани. И там это есть одно слово на санскрите, то есть это одновременно и ягодицы, и бедра, но имеется в виду вот то, что в профиль видно, что это женщина, то есть широкие бедра, но не сами кости бедренные. И если вот эта вот как бы часть тела, ягодицы и эти женские бедра широкие, они мясистые, но это не лучшее слово, телесные, то есть телесные такие и широкие, тогда это благоприятно для брака, особенно для рождения детей. Далее, если бедра плотные, округлые, да, без волос и без вен, это благоприятно. И там есть много более детальных рекомендаций, они в самом указателе, индексе не перечислены, но есть просто ссылка. Глава 70, шлоки с 1 по 6. И там каждая часть тела указываются ее благоприятные и неблагоприятные качества. Теперь не речь, а голос. Не слова интонация, а сам голос. Если голос приятный, нежный, скромный, да, тихий, можно сказать, в хорошем смысле этого слова, тогда она будет счастлива. И это если естественно так. То есть некоторые женщины специально делают голос тихим, чтобы как бы быть более благоприятной. То есть это должно быть естественно, а не на показ. И то же самое физиогномика, женское тело, как неблагоприятные знаки. Если женщина выше своего мужчины, да, тогда это неблагоприятно. Если у нее на верхней губе есть неприродные, неестественные волосы, тогда это тоже неблагоприятно. Вот, то есть нужно не путать, что там есть такой как бы естественный пушок, который есть у всех, и у детей, и у женщин, да, то есть такое, я не знаю, как это назвать, я не физиолог. Но если неестественные волосы, это неблагоприятно. Далее, если у женщины слишком широкая шея, тогда у нее, скорее всего, будет плохой характер, и это неблагоприятно для отношений. Вот. Слишком большой живот, это неблагоприятно, и вот какой слишком большой, там есть некоторые такие, ну, как назовем, метафорические сравнения, да, вот большой как горшок или большой как котелок. Вот. Это все как бы относительно, да, и субъективно. Сами вот считайте, какой живот большой, какой нет, по своим субъективным ощущениям. Далее, если у женщины короткая, не блестящие волосы, это неблагоприятно. Если у нее голени, да, вот икры на голенях, то есть голень есть как кость, да, от колена до стопы, и есть мясистая часть голеней, в русском языке это слово икры, да, гомилки. То есть если икры слишком худые, или слишком телесные, да, то есть слишком объемные, то это неблагоприятно. Теперь йони не как внешняя часть вульва, а как внутреннее влагалище. Да, если йони как влагалище слишком низкое, или там впалая, есть такой синоним на санскрите, или слишком узкая, это неблагоприятно. Ну и понятно почему, да, то есть это нужно для рождения детей, и если он слишком низкий или маленький, это будет потом, или она, да, йони, это будет потом вызывать сложности в контексте рождения детей. Руки, если сухие и с сухожилиями, да, вот с жилами, это неблагоприятно. Десна, если темные, неблагоприятно. Вот, теперь насчет стопы. Если мизинец стопы не касается земли, ну, поверхности, пола, приподнятой, это как бы одно условие. Второе, если второй палец на стопе, да, больше, чем первый, то есть большой, то есть это вот эти сочетания двух неблагоприятных факторов указывают на неблагоприятность. То есть мизинец хорошо, если он касается поверхности, там, земли или пола. Вот. И хорошо, если первый палец на стопе большой, он длиннее или дальше, ну, длиннее, да, чем второй. Вот. Потом следующее. Если женщина сильно потеет, то это неблагоприятно. И вот это вот сильно, слабо, это все субъективно, я думаю, вы понимаете, что имеется в виду. Теперь потом такое немного нечеткое определение. Если у женщины вялое тело, то есть как бы вот телесность рыхлая такая, да, вот неупругая, да, вот там, ну, конь, да, или лошадь, она упругая, или дельфин, он упругий, если вы его трогали. Вот. Если плоть упругая, да, а не вялая, тогда это хорошо.
И тут как бы это раздел 78 глава 18 шлока, да, если тело вялое, рыхлое, то это неблагоприятно. Потом, если у женщины слишком высокая верхняя губа, это неблагоприятно. Если у нее есть деформированные, неестественные части тела или органа, это нехорошо. Если у нее есть дисбаланс физиологии, например, дисбаланс ДОЖ, дисбаланс конституции, это неблагоприятно. А если у нее темная кровь, я не знаю, как это проверять и почему это, да, опять же, не физиолог, но темная кровь женщина неблагоприятно. Если на икрах голеней есть волосы или вены, это неблагоприятно. Если груди женщины слишком большие, тогда она будет несчастна, и тоже это неблагоприятный знак. Слишком длинная или слишком короткая шея, это два разных вида неблагоприятности. Вот эти вот отметины, знаки или метки в виде родинки или пятнышка или чего-то, если они в неблагоприятной форме, например, напоминают хищного зверя, тогда это неблагоприятный знак. Вот, если ягодицы слишком низкие или слишком висячие, там такое сложное слово, да, то есть низкие и висячие, да, висят, тогда это неблагоприятно, особенно для ее мужа. Вот, если есть на груди волосы для женщины, это нехорошо, в отличие от мужчины. И если у нее уши не равные, не одинаковые, да, не симметричные, это тоже неблагоприятно. Это были как бы два самых больших подраздела или подтемы сегодняшнего выпуска. Вот. И перейдем к остальным. Там же не так много будет сведений и знаний. Знамения и приметы, которые касаются женщин в контексте встречи с ней. В основном это книга для мужчин, и, допустим, там направления делятся сначала на 4 части. Север, юг, запад, восток. Потом они делятся на 32 части. То есть там есть основные, промежуточные, и между ними еще промежуточные, выходит 32 направления. Вот, если мы делим круг, да, цикл, коло, сторон света, сторон горизонта, направлений на 32 части, тогда 8 будет это северо-восточное. Вот, и если благотворное знамение, предвестие произошло в 8 северо-восточном направлении, тогда это хорошо, и мужчина встретит женщину. Может быть, там просто женщину, может быть, жену. Вот, если неблаготворное знамение в этом же направлении, то он встретит неблагоприятную женщину, монахиню или вдову. Есть немного странная примета, сейчас она трудно применяема. В Индии, допустим, женщины носят на голове что-то и могли нести кувшин, или как это, большой высокий горшок с чем-то, с водой или с зерном, чем-то. Если женщина несет на голове горшок или кувшин, он полный, и на него сядет ворона, это благотворное, благоприятное знамение. Дальше там такие подробности, не очень интересные. Это 95 глава, сами ее перечитайте. Теперь 4-я подтема этого видео. Знамения, предвестия, указания, приметы в отношении женщин, связанные с любовью, взаимоотношениями женщин с мужчиной и сексуальным поведением. То есть как-то соитие, половой акт, да? Соитие или половой акт? Секс, как говорят иногда, сокращенно. Если есть определенные астрологические указания, то есть там есть рахини-йога и так далее, там они описаны, вот, тогда женщины встретят свою любовь и вступят в отношения по любви. 86 глава. Тип женщины, с которой будет мужчина в союзе, это подразумевается и брачный союз, и сексуальный половой союз, то есть интимная близость. Он указан знамениями, и там описаны знамения, допустим. Есть 8 направлений, да, сторон горизонта или сторон света. Есть 8 типов женщин. Если есть какое-то знамение, тогда это предсказывает, с каким типом женщин он вступит в отношения. И то же самое для женщин в отношении мужчин. То есть, если есть знамение, одно из 8, и есть 8 типов мужчин, это как бы ей предвестие, предзнаменование, с каким мужчиной она вступит в союз. Иногда брачный, иногда сексуальный. Далее там разбираются отношения мужчин и женщин, в том числе сексуальные, и там есть вопрос, почему женщины избегают секса, да, то есть сексуального отношений, сексуальной близости или половой близости. Вот, там указано, что в те времена было 2 основных причины. Это, во-первых, что у нее есть некоторые внутренние убеждения, как принципы, по которым она может отказаться от секса. Другое, это внутренних убеждений нет, но она боится внешнего осуждения, то есть, окружающего мнения. Это 2 основных причины, почему женщина, осуждение, да, она может отказаться от секса. Там описаны
желания влюбленных, их мысли, и вот главное, что в мыслях, в желаниях, в мечтах, да, влюбленной женщины и девушки в том числе, она идет к своему любимому. И там это поэтически очень интересно описано. То есть, о чем она думает, о чем она мечтает, что у нее в голове, то есть, ну не в голове, а в мыслях, в желаниях, в мечтах. Она идет к своему любимому. Отдельно есть глава о том, чтобы как повысить сексуальную энергию, сексуальные силы, вот, и указаны специальные, как назовем, природные, ну не вещества, а лекарства, да, аюрведические препараты, которые можно сделать самому из различных природных исходных материалов. Вот. Большой раздел в 78 главе, это там как минимум 4, а то и 6 шлок посвящены знакам любви женщин и девушек. И есть два типа знаков. Знаки любви — это симптомы, то есть как можно догадаться, что девушка влюбилась, да? Знаки как симптомы, ну как признаки любви. И есть знаки как сигналы, когда она специально посылает знак, как сигнал мужчине, что она его любит, а сказать этого нельзя, потому что это нарушает правила и принципы поведения. И они там перечислены, их очень много, но многие соответствуют современным признакам и сигналам любви женщин и девушек. Например, ее взгляды, да, сказать, многозначительные, украшения, то, что она старается себя украсить, приукрасить. В те времена это было оголение рук, но сейчас оголяется намного больше, чем руки, да, и ноги, вот, и многое другое. Вот, если женщина оголяется перед мужчиной, тогда это либо признак, либо сигнал любви. Потом поправление одежды или прически. Вот, это много используется как там физиогномика, да, или чтение знаков тела. Но даже в те времена, 1500 лет назад, поправление женщиной одежды или прически без необходимости, то есть, если по необходимости, это без необходимости, является одним из многих признаков и сигналов любви женщины или девушки к мужчине. Далее там написано, что уже проявление любви женщины к мужчине, то есть как это проявляется в отношениях, она ведет любовные разговоры. И это не в нашем современном понимании «ты меня любишь», это те, которые ей приятны и напоминают ей о ее любви. Вот в этом контексте любовные разговоры, а не «скажи, что ты меня любишь». Вот. И еще одно из проявлений, уже когда женщина с мужчиной, она дает волю своим чувствам, и сами догадайтесь, что это такое, и во время занятия любовью, да, сексом, во время полового акта, она проявляет свою страсть, то есть страстность. Не страсть, а страстность. Вот. И в этой же 78 главе есть тоже 4 шлоки, где описано наоборот неприязнь девушки. То есть по каким признакам можно понять, что она не любит. Или какие она знаки подает, чтобы показать свою неприязнь и нелюбовь. Далее. Знамения, предвестия и приметы в отношении зачатия, беременности, родов, и сферы детей. Книга же не только как бы практическая, она еще философская, да, мировоззренческая. Вот. И там есть глава о сути человека, о его духе, о его сознании, об атмане человека. И есть философский раздел о перерождении человека, как дух человека, то есть сознание, не душа, а дух, сознание, атман. Атман это не душа, это дух. Как атман, сознание или дух перерождается. И он перерождается благодаря женщине, через женщину во время родов, то есть джанма. То есть женщина помогает своим рождением ребенка перерождать атман, то есть дух или сознание. Очень интересная 75 глава. Есть главы о неблагоприятных знамениях, много типов затмений указывают на выкидыши у женщин. И неблагоприятные атмосферные или звездные явления. Метеоры, кометы тоже могут указывать на выкидыши у женщин. Это подробно описано. Теперь то, что называют психосоматикой, или как там еще такое специальное слово, потом вспомню, напишу. Когда ребенок женщины похож не на физиологического мужа, а на другого мужчину. И есть описание в 70 главе, почему это происходит. В 75 главе, почему это происходит. То есть во время зачатия, во время зачатия, то есть это интимная близость, половой акт или сексуальный акт
секс так называемый, важно, о чем думает женщина во время зачатия. И ребенок будет похож на того мужчину, о котором думает женщина во время зачатия. Ключевая фраза, а подробнее 75 глава. Потом, если сперма мужчины преобладает над кровью женщины, то будет ребенок мужского пола, то есть мальчик. Если кровь женщины преобладает над спермой мужчины, то, скорее всего, родится девочка. У нас есть отдельное видео, как оно там называется, гены, да, и генная память в книге Брихат Самхита. Да? Генетика в книге Брихат Самхита. Вот там это более подробно написано. И мы знаем, что правая сторона мужская, левая женская. Если уже произошло зачатие и плод, эмбрион уже имеет пол, да, то мужской пол прикрепляется к правой стороне матки, а женский пол прикрепляется к левой, плод или эмбрион женского пола прикрепляется к левой стороне матки. Как это Вараха Михира посмотрел или узнал, непонятно, но вот написано, что эмбрион плод в правой стороне указывает на рождение мальчика, а плод эмбрион в левой стороне матки указывает на рождение ребенка женского пола. Далее, ценность женщин, то есть их ценные качества, совершенство, добродетель. Женские добродетели, женские совершенства. То есть это правильная и приятная речь. И там книга же написана не только в стихах, она написана поэтическим языком. И Вараха Михира говорит, что дом, где женщины и девушки говорят приятно, сладко такое слово, в хорошем слова, дом будет благоприятным, успешным и процветающим. И наоборот, да, в доме, где ругаются, где споры и ссоры, он будет разрушен. Он как бы, не обязательно физически разрушен, он разорится, там будет плохо. Вот. И там, если уже в доме есть нечистые женщины, имеется в виду не в физическом смысле, то дом или семья или род тоже будет разрушен. Есть глава более подробно описывающая добродетели и совершенство женщин, и мужчинам там напоминается, что благодаря женщинам мужчина получает не только потомство, то есть сыновей, а также радость, утешение, комфорт, наслаждение, удовольствие и так далее, и так далее. Напоминание мужчинам в книге Брихат Самхита. И поэтому женщин называют ратна, да, это драгоценность, драгоценный камень, жемчужина, сокровище, да, сокровище. Вот. И женщина может быть еще более совершенной, будучи уже как бы имеющей добродетели, она может еще красиво одеться, надеть на себя украшения, желательно золотые или серебряные, какие есть, красивую одежду и так далее, то есть себя еще больше украсить. Далее, если мужчина клевещет на честную женщину, то это показывает его моральность, и он за это как бы поплатится. Совершенство женщин – это приятность, да, помним, что это шукра, мягкость, покладистость, послушность, это тоже шукра и чандра, ласковость, да, красота, комфорт, умение создать комфорт, красивая одежда, красивые украшения и так далее, и так далее. И женщина такая добродетельная, она является богиней удачи для своего мужа. То есть в этой же 74 главе написано, что если женщина добродетельная и обладает этими качествами женскими, она будет приносить своему мужу удачу, благосостояние, в том числе богатство, как Лакшми. То есть есть Маха Лакшми, а это женщина Лакшми. Вот. И она дает счастье в жизни мужчины. Создание есть такое понятие, да? Вот это милое создание дает счастье мужчине. Далее, теперь негативность, да? То есть могут же быть несчастья в жизни женщин. И главы, особенно 5 и 10, это затмение и положение грах в накшатрах показывают, какие есть неблагоприятные транзиты или знамения. Если знамения в Митхуне, тогда пострадают женщины, особенно благородные, да, благородные женщины, знатные. Если Шани в Утрабхадре, то пострадают в целом женщины. Если Шукру затмевает Раху, да, то есть транзит Раху по Шукре, через Шукру, над ней, по ней, да, то пострадают женщины и подобные, и другие люди. Метеор, который неблагоприятный, например, имеет форму змеи, указывает пагубность для женщин. Если землетрясение происходит в мандале, то есть в круге, в направлении ваю, ветра, тоже пострадают женщины. Если затмение в пратиме, пратима это образ, имидж, образ. И есть образ нарисованный, да, как вот икона или нарисованное изображение девы или деваты. А есть образ как скульптура, статуя.
И если есть знамение в пратиме, например, в статью изображение женского пола, тогда это негативное указание для женщин. И там указано не просто женщины, как жены, там королева или царица, а для куртизанок, наложниц и женщины гарема тоже пострадают. Теперь то, что называют часто прашна, но в книге Прихат Самхиты называется причха. Причха. Это тоже как бы подобное к прашне метод Джотиша. Это когда есть запрос. Либо человек о чем-то спрашивает, и нужно сказать, о чем он спросил. Это не гадание про будущее. То есть это нужно сказать, о чем мысли. Или что это указывает, как знамение. Да, как вот ответ на запрос или на вопрос. Ну, если западное пятое направление, то вопрос, то есть притча или прашна, запрос касается женщин. Потом, если во время консультации или прашны, или просто консультации, или прихода к консультанту, к мастеру, женщина касается какой-то части своего тела, то это указание на некоторый ответ. И, например, если касается живота, да, то она думает о ребенке, о беременности. Вот. Если она там касается груди, она думает о своем муже и так далее. Если женщина говорит пророческие слова, то они сбудутся через некоторое время. И там есть как бы критерии пророчества и срок, когда это пророчество осуществится. 46 глава. Ну и знамения, да, в направлениях. Восточное, юго-западное и так далее. Они указывают разные типы женщин. Крупную, пышногрудую, так вот женщина-мать, бывает наоборот, женщина-монахиня, бывает там нечистая женщина, там даже воровки указаны, бывают нечистая, как вот бездомная женщина. Вот. И есть вот 8 типов женщин и 32 типа женщин. Теперь приметы как, не приметы, а указания как как советы и рекомендации. Женщине полезно носить драгоценные камни, особенно натуральные, и если она будет носить бриллиант, диамант, да, это усилит шукру, и там указано, как правильно его носить и что это полезного даст. 80 глава, то есть так называемая гемология, знание о драгоценных камнях, о природных, натуральных минералах. Вот, теперь, если собака стоит, она живет, да, собаки дома не живут. Если собака зашла в дом и оттуда лает вовне, из дома на улицу, то это неблаготворное, неприятное указание. И там написано, что женщина этого дома, жена, например, или хранительница очага, станет нечистой, например, распутной. В слово «женщина» указаны главы. 70-е о качествах женщин, или девушек. Канья Лакшана. Канья это девушка, Лакшана это признак, знак, характеристика, свойство, которое дает указание. 74-е достоинство женщин, то есть их добродетели и совершенства. 76-е эротические средства, то есть афродизиаки, то называем. Но это имеется в виду лекарства для хорошего семени у мужчин и здоровой яйцеклетки у женщин. И 86-я и 95 глава это главы о знамениях, которые связаны с поведением животных или птиц, да, там 95-е это вороны, вот, которые дают предвестия или знаки в отношении женщин. Вот. И отдельно там есть два слова, девочка или дева, это еще не замужняя женщина, да, то есть не мадам, мадемуазель, не мисс, а миссис, да. Вот. И там только дополнительная информация, потому что почти все предметы, которые касаются женщин, их можно применять и к девушкам, и к девочкам. Но есть около 10-15 отдельных указаний в отношении девочек и дев, как вот девственниц, то есть непорочных еще. Допустим, если собака в определенный момент дня, да, это восход солнца, гавкает громко и долго на северо-востоке, тогда это неблагоприятно для дев, то есть непорочных девочек, этого дома, где это происходит, этого местности. Вот. И они могут потерять честь. Это может быть по-разному, там, либо по своему желанию, да, она совершила ошибку, либо может какие-то разбойники украсть и обесчестить. 15 глава о накшатрах, и там написано, что девами и девочками управляет Пурва-Пхалгуни. Поэтому, если неблагоприятное явление в Пурва-Пхалгуни, то пострадают девочки. Например, метеорит упал на землю, и при этом он пересек накшатру Пурва-Пхалгуни. Тогда это неблагоприятно для девочек, девушек, и для юношей и мальчиков.
глава 51. Грязь неблагоприятна для дев и девочек. И грязь имеется в виду и физическая, да, вот просто грязь, да, болото, и не физическая, да, то есть духовная, душевная, нематериальная грязь, она опасна. Описаны качества девочек, которую стоит выбирать для брака, для отношений, да, то есть написано, мужчине стоит жениться на девушке, у которой там такие-то стопы, такие-то ладони, то-то, то-то, это 70 глава. То есть благоприятные качества девушки для того, чтобы выбрать ее для брака мужчине. Вот. И в контексте девушек, если есть знамение в пратиме, это образ, и это пратима не женщины, а девы, да, каньи, номер, если я правильно помню, да, Трипура Сундари, это не женщина, а девушка. И есть подобные, божества или деваты, их изображения, если это связано не с женщиной, а с девушкой, тогда это негативное указание для девочек, которые могут пострадать в этой местности, где это произошло. Там написано, что пострадают младшие дочери короля, правителя. Если это чье-то имение, то есть там владелец имения, да, домохозяин, то пострадают его маленькие дочери. И еще там около 10, там уже не девочка или девушка, а жена, да. И для мужчины, если у него есть благотворное затмение в 13 направлении, это юго-запад, тогда он получит жену, то есть он женится. Если неблагоприятное затмение в этом же направлении, тогда с женой произойдет что-то нехорошее. Допустим, там она заболеет или умрет, будет горе и страдания. Есть указания на теле мужчины, которые указывают, что он в ближайшее время женится, то есть получит жену. Допустим, если у него появились определенные знаки, как иногда пятна, иногда прыщи на его бедрах или на его пенисе, тогда указывают обретение жены, то есть он, вероятно, скоро женится. Напоминание, да, мужчинам, это пункты про женщину, да, во время занятия любовью, то есть во время полового сексуального акта, говорят, во время секса, муж не должен на теле своей жены оставлять следов ни своими ногтями, ни своими зубами. 78 глава. В отношении браминов, да, если брамин выполняет свой долг и свои обязанности, делает подношения, афиры, то есть почитает высшие силы, тогда у него будут знания, у него будет жена и будут сыновья. Если мужчина задает вопрос, пришел на консультацию и касается области груди, тогда его мысли про его жену. И если колодец, да, источник воды, да, колодец, источник воды сделали на северо-западе, тогда это неблагоприятно и, возможно, горе, беда у жены или мужчина может потерять свою жену. То есть не делайте колодцы, источники воды, крыницы на северо-западе. На этом будем завершать. Это был самый объемный раздел указателя индекса книги Брихат-самхита. Будем по очереди разбирать каждое слово, которое есть в указателе. И поймем, что же есть в книге Брихат-самхита в контексте нимита, то есть знамений, шакуна, то есть примет, других разделов самхита Джотиша, то есть предсказаний на основании транзитов грах через раши, через накшатры, и в целом Джотиша и ведической философии. Благодаря автору книги Брихат-самхита Варахи Михири. Благодарю вас за понимание. На этом будем завершать. Просьба моя к вам: присылайте вопросы и темы для следующих выпусков. Какие именно приметы, знамения, предзнаменования, предвестия вас интересуют. На основании ваших e-mail писем мы и будем составлять наше следующее видео. И передаю просьбу своих организаторов и помощников: напишите комментарий к этому видео со своим мнением и поделитесь этим видео с другими, но только с теми, кто его поймут и оценят. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведаврата.